Посади один раз и наслаждайся годами. 9 многолетников, которые не боятся ни мороза, ни забывчивых хозяев. Друзья мои, давайте начнем с честного разговора. Вот вы весной идете по питомнику, и что происходит? Правильно, глаза разбегаются, руки сами тянутся к горшочкам, и через час вы стоите у кассы с тележкой, которую еле везете, и думаете, куда я это все посажу? А главное, зачем я это все взяла, если половина этого великолепия через год исчезнет, как будто его никогда и не было? Я через это прошла много раз. Покупала, сажала, теряла, расстраивалась и снова покупала, пока не поняла одну простую вещь, которая изменила мой подход к саду раз и навсегда. Секрет не в том, сколько растений ты посадила. Секрет в том, какие именно ты посадила. Многолетники – вот кто стал моим главным открытием. Не однолетники, которые живут один сезон и требуют ежегодного повторения, не капризные экзоты, которым нужны особые условия и зимние укрытия размером с небольшой домик, а настоящие, надежные, выносливые многолетники – те, что уходят под снег живыми корнями и каждую весну возвращаются сами, без вашего участия, без новых расходов, просто берут и возвращаются. Сегодня я хочу рассказать вам о 9 таких растениях, не просто перечислить, а по-настоящему познакомить, потому что каждая из них заслуживает отдельного разговора со своим характером, своими привычками и своими маленькими секретами, которые я узнала за годы практики. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Переходим к героям. Первый. Котовник. Романтическое облако с железным характером. Начнем с растения, которое я называю обманщиком в хорошем смысле слова. Посмотришь на котовник на фотографии, чистая нежность, лавандово-голубое облако вдоль дорожки, легкое, воздушное, романтичное. Думаешь, наверное, капризное, наверное, требует особого ухода, наверное, вымерзает. И ничего подобного. Котовник – один из самых выносливых и неприхотливых многолетников, которые я знаю. Он переживает наши зимы без всякого укрытия, выходит весной бодрым и зеленым, и уже к концу мая начинает цвести. А цветет он долго, с конца весны и до самой осени, особенно если вы его немного поощряете. Вот главный секрет котовника, о котором многие не знают. После первой волны цветения, примерно в июле, его нужно срезать примерно на треть, просто взять ножницы и укоротить. Звучит жестоко, но растение воспринимает это как сигнал к действию. Через 2-3 недели выдает вторую волну цветения, свежую и обильную. И так до осени. Теперь об условиях. Котовник любит солнце. В тени он вытягивается и теряет компактную форму. К почве совершенно не требователь. Но вот что важно, чем беднее земля, тем лучше он держит форму. Я однажды посадила котовник на хорошо удобренную грядку и получила нечто огромное, разлапистое, полегающее во все стороны. Красивым это назвать было сложно. На скромной, сухой почве совсем другое дело. Аккуратный, плотный, душистый кустик. Засуху котовник переносит легко. Это одно из его главных достоинств в наше все более жаркие лето. Поливать его нужно только в совсем уж экстремальную жару. В остальное время пусть живет сам. Где его сажать? Я люблю котовник вдоль дорожек. Там, где можно случайно задеть его рукой или подолом платья и почувствовать волну приятного аромата. Еще он прекрасно смотрится на переднем плане рабатки, как мягкий ароматный бордюр. И обязательно посадите его там, где бывают пчелы. Они его просто обожают. 2. Манжетка. Скромница, которая украшает все вокруг себя. Есть в садоводстве растения-звезды. Яркие, броские, которые сразу бросаются в глаза. А есть растения-дирижеры. Те, что сами по себе скромны, но рядом с ними все остальное начинает выглядеть лучше. Манжетка именно дирижер.
Ее мелкие желто-зеленые цветочки – это не красота, ради которой специально едут в питомник, но ее листья – это что-то особенное. Круглые, волнистые по краю, покрытые мелкими ворсинками. После дождя или утром в росе на них собираются идеальные серебристые капли, которые не скатываются, а держатся в центре листа, как маленькие жемчужины. Это выглядит так красиво, что хочется фотографировать каждое утро. Манжетка образует густые, плотные кусты высотой около 30-40 см и разрастается довольно быстро, закрывая землю сплошным зеленым ковром. Это делает ее прекрасным почвопокровным растением. Под ней практически не растут сорняки. Она любит полутень и умеренно влажную почву. Идеальный вариант для тех мест, где другие растения чувствуют себя некомфортно. Под деревьями, у северной стены, в низинах. На солнце тоже растет, но требует более регулярного полива. Морозостойкость у манжетки отличная, она зимует без всякого укрытия. И весной выходит одной из первых, еще когда другие многолетники только-только просыпаются. Это очень ценно для весеннего сада. Зелень манжетки появляется рано и сразу создает ощущение живого, наполненного пространства. Где ее использовать? Я сажаю манжетку как обрамление вдоль дорожек, по краю рабатки, под розами. Она смягчает переходы, скрывает некрасивые нижние части кустарников и вообще создает ощущение уютного обжитого сада. 3. Брунера. Синие огоньки в тени. А вот это растение – настоящий подарок для тенистых уголков. Если у вас есть место под деревьями или за домом, где солнце бывает редко и другие цветы там не особо хотят расти, знакомьтесь с брунерой крупнолистной. Весной, в апреле-мае, брунера покрывается облаком крошечных синих цветочков, очень похожих на незабудки. Это выглядит невероятно нежно и трогательно. Такой лесной мотив прямо у вас в саду. Цветение длится несколько недель, а потом цветы уступают место листьям. И вот тут начинается самое интересное, потому что листья брунеры – это отдельная история. Крупные, сердцевидные, они остаются декоративными все лето. А у пестрых сортов, например, Джек Фрост, листья серебристые с зелеными прожилками, и они буквально светятся в тени, как маленькие фонарики. Я посадила Джек Фрост в самый темный угол у забора, и теперь этот угол стал одним из самых эффектных мест в саду. Брунера совершенно морозостойкая, не требует укрытия, не болеет и не капризничает. Единственное, чего она не переносит, это сухость. В засуху ее крупные листья начинают скручиваться и выглядеть несчастно. Поэтому в жаркое лето поливайте ее регулярно и не забывайте про мульчу, которая удерживает влагу у корней. Размножается брунера делением куста, просто, охотно и без проблем. Через несколько лет из одного куста вы получите достаточно деленок, чтобы озеленить весь тенистый периметр вашего участка. 4. Герань садовая. Не та, что на подоконнике. Друзья мои, здесь нужно сразу внести ясность, потому что путаница происходит постоянно. Герань садовая – это многолетник, который растет в открытом грунте. Это совершенно другое растение, нежели та герань в горшке на вашем подоконнике. Та называется пеларгония, и они лишь дальние родственники. Не путайте. Садовых гераний существует огромное количество видов и сортов, и я очень рекомендую вам с ними познакомиться поближе, потому что это одна из самых универсальных групп растений для сада. Начнем с герани кроваво-красной. Она цветет с мая по июль яркими малиново-розовыми цветами и при этом совершенно засухоустойчива. Потом герань великолепная с крупными фиолетово-синими цветами и потрясающей осенней окраской листьев. Они становятся оранжево-красными, как маленький осенний пожар. Герань крупнокорневищная. Я уже упоминала в других своих видео. Она теневынослива, почти вечно зеленая и подавляет сорняки лучше любой мульчи. Общее у всех садовых гераний одно – они неприхотливы, морозостойки и долго цветут.
Многие виды цветут с июня до первых заморозков, практически весь сезон, с небольшими перерывами. Уход минимальный. Раз в несколько лет деление куста, иногда обрезка после первой волны цветения для стимуляции второй, и все. Сажайте герань везде, и на солнце, и в полутени, в зависимости от вида. Она впишется в любой стиль сада, и в натуралистический, и в классический английский, и в современный минималистический. 5. Дельфиниум. Высокий, синий и немного капризный. Но мы справимся. Ну вот дошли до растения, которое я не могу не включить в этот список. Хотя оно и выбивается из общего ряда абсолютно неприхотливых. Дельфиниум немного сложнее остальных, но он настолько прекрасен, что я считаю, разобраться с его особенностями стоит потраченного времени. Представьте высокие, до 1,5, а иногда и 2 метров стрелы соцветий, покрытые цветами от нежно-голубого до насыщенно-синего, фиолетового, белого, розового. Это одно из немногих растений, которое дает такой глубокий, настоящий синий цвет. Редкость в мире цветов, поверьте. В саду дельфиниум всегда главная вертикальная доминанта, и все вокруг него невольно выстраивается в красивую композицию. Теперь о его особенностях, которые нужно знать заранее. Во-первых, опора. Высокие стебли дельфиниума хрупкие, и при сильном ветре или дожде с градом они могут сломаться. Поэтому с самого начала роста ставьте опоры – деревянные колышки или специальные садовые сетки. Это немного хлопотно, но не так страшно, как кажется. Во-вторых, после первого цветения в июне и июле срежьте отцветшие стрелы до земли. Я знаю, рука не поднимается, только что цвело, так красиво было. Но именно эта обрезка дает второе цветение в августе и сентябре. И второй раз дельфиниум цветет не менее красиво, чем первый. В-третьих, земля. Дельфиниум любит плодородную, рыхлую, хорошо дренированную почву. На бедной земле он будет мелким и невыразительным. Здесь скромность не его добродетель. Подкармливайте его весной и в начале лета. Он отблагодарит вас с лихвой. Зимостойкость у дельфиниума хорошая. Укрытия в большинстве регионов не нужно. Просто срежьте стебли под осень, и он спокойно перезимует. 6. Люпин. Возвращение блудного сына в современный сад. Друзья мои, люпин переживает настоящий ренессанс. Еще лет 10 назад его считали немного старомодным. Ну, люпин и люпин, что тут особенного? Он везде растет. А сейчас он вернулся в моду и очень заслуженно. Потому что люпин – это действительно красиво, высокие плотные свечи соцветий, набитые цветами, в белом, желтом, розовом, красном, фиолетовом, двухцветном. Причем современные сорта, серии Рассел, например, дают такое богатство расцветок, что можно составить целую монохромную клумбу только из люпинов разных оттенков одного цвета. Очень эффектно. Люпин цветет в июне, и это его главное украшение. Если вы регулярно срезаете отцветшие соцветия, он дает вторую волну цветения в августе, уже не такую пышную, но все равно приятную. Теперь важное практическое замечание. Люпин – многолетник, но недолговечный. Отдельный куст живет обычно 3-4 года, потом стареет и слабеет. Но он прекрасно самосеется. Если оставить несколько соцветий на семена, в конце лета молодые растения сами вырастут рядом. Так что ваша колония люпинов будет самообновляться, если вы в этом чуть поможете. Люпин любит солнечные места и хорошо дренированную почву. Не переносит известковых, щелочных почв. На них он желтеет и чахнет. Зато на слегка кислых чувствует себя просто прекрасно. И еще один бонус. Люпин – азот-фиксатор. Его корни сотрудничают с особыми бактериями, которые обогащают почву азотом. То есть он еще и землю улучшает. Вот такой многофункциональный красавец. 7. Хоста. Королева тени, без права оспаривания. О хосте можно говорить бесконечно. Это растение, которое знают все, и при этом, мне кажется, до конца не ценят.
потому что хосту воспринимают просто как что-нибудь для тени, безликое зеленое пятно под деревьями. А она совсем не такая. Современные сорта хосты – это настоящее разнообразие форм, размеров и расцветок. Листья бывают от крошечных, размером с ладонь, до гигантских. У некоторых сортов один лист достигает 60 см в длину. Цвет от почти синего, сорт «Голубой ангел», до ярко-желтого, «Summer Gold». Или хоста Фрэнсис Уильямс. Крупный сорт с округлыми сине-зелеными или почти голубыми листьями и широкой желто-кремовой каймой. Фактура листа тоже разная – гладкая, рельефная, гофрированная, восковая. В общем, хоста – это не одно растение, это целый мир. И в этом мире можно составлять коллекции, создавать интересные сочетания, экспериментировать. Некоторые садоводы специализируются только на хостах, и их сады выглядят потрясающе. С практической точки зрения хоста – мечта садовода. Абсолютно зимостойкая, не болеет, вредители ее почти не трогают, за исключением слизней, которые обожают нежные листья, но это касается именно хост с нежными тонкими листьями. Голубые сорта практически, плотные голубые сорта практически не подвергаются воздействию вредителей. И вот эта проблема слизней – это, пожалуй, единственная реальная проблема с хостой. И решается она просто. Мульча из хвои или крупного гравия вокруг куста. Слизни не любят по ней ползти. Или специальные гранулы-приманки. Работают тоже отлично. Хоста разрастается медленно, но очень основательно. Через 5-6 лет куст превращается в роскошный плотный экземпляр, который закрывает землю так надежно, что никакой сорняк не пробьется. Делите ее раз в 5-7 лет и получаете новые растения для других уголков сада. Летом хоста цветет, выбрасывает высокие цветоносы с лиловыми или белыми цветами-колокольчиками. Цветы симпатичные, иногда ароматные, но главная ценность хосты все-таки в листьях, которые остаются красивыми с мая по октябрь. 8. Флоксы метельчатые – аромат, который помнят годами. Флоксы – это запах детства и бабушкиного сада, который я не могу и не хочу забывать. Тот момент в конце июля, когда ты заходишь в сад вечером, и тебя накрывает волна сладкого, густого, немного пряного аромата – это флоксы. И никакие другие многолетники этого ощущения не повторяют. Флоксы метельчатые цветут с июля по сентябрь, в зависимости от сорта. Соцветия крупные, пышные, округлые, белые, розовые, красные, сиреневые, пестрые с глазком. На одном кусте может быть несколько десятков таких шапок одновременно. И это впечатляет. Теперь о том, что нужно знать для успешного выращивания флоксов. Они любят плодородную, влажную почву и не терпят засуху. В жару, без полива, их цветение резко ухудшается и листья начинают болеть. Поэтому мульчирование под флоксами обязательно. Слой мульчи в 5-7 см удерживает влагу и поддерживает ровную температуру почвы. Главная болезнь флоксов – мучнистая роса, белый налет на листьях. Появляется при плохой циркуляции воздуха, загущенных посадках и стрессе от засухи. Сажайте флоксы не слишком близко друг к другу, регулярно поливайте, и проблем будет минимум. Есть и современные сорта, устойчивые к мучнистой росе. При выборе обращайте на это внимание. Флоксы нужно делить раз в 3-4 года, иначе куст загущается, мельчает и цветет хуже. Деленки приживаются очень легко, и каждый раз, деля флоксы, я думаю, вот оно, самое щедрое растение в саду, само размножается и раздает себя направо и налево. 9. Эхиноцея. Солнце позднего лета. И в завершении нашего списка растение, которое я называю солнцем августа. Когда большинство летников уже выдохлись, когда рудбекии только набирают силу, а флоксы заканчивают второй акт, эхиноцея цветет.
Крупные, яркие, теплые цветы с выпуклым конусом в центре, оранжевые, розовые, малиновые, белые, желтые, стоят на крепких стеблях и не сдаются ни жаре, ни засухе. Эхинацея многолетник с характером. Она засухоустойчива настолько, что в самое жаркое лето, когда я смотрю на некоторые посадки с жалостью, эхинацея стоит себе и в ус не дует. Ее глубокие корни уходят далеко вниз и сами находят влагу. Природа позаботилась. Цветет она с июля по сентябрь, а если осень теплая, то и дольше. Если не срезать отцветшие головки, они остаются на стеблях зимой в виде красивых колючих конусов, покрытых семенами. И тут два удовольствия одновременно. Зимняя декоративность и кормушка для птиц. Синицы и щеглы выбирают семена из этих конусов прямо у вас на глазах. Очень трогательное зрелище декабрьским утром. Из семян, которые осыпаются весной, появляются всходы самосева. Так эхинацея постепенно расширяет свою территорию, тихо, без агрессии, просто заполняя свободное пространство рядом. Важное замечание о сортах, которое я уже делала раньше, но повторю. Видовая эхинацея пурпурная самая выносливая и долговечная. Сложные современные гибриды с яркими экзотическими цветами бывают менее стойкими. Если хотите надежность, выбирайте видовую или проверенные классические сорта. Как же собрать из всего этого настоящий сад? Друзья мои, вот мы и познакомились со всеми 9. Но я хочу сказать еще кое-что важное о том, как все это сложить вместе. Секрет красивой многолетней клумбы – это не отдельные растения, а их сочетание во времени. Ключевое слово – эстафета цветения. Пока одно растение заканчивает цвести, другое уже начинает. И если вы правильно подберете своих игроков, ваша клумба будет в цвету с апреля по октябрь без перерывов. Вот как это работает у меня. В апреле-мае стартует Брунера с ее синими огоньками и манжетка со своей нежно-зеленой листвой. В мае-июне к ним присоединяются люпин и герань. В июне-июле дельфиниум и котовник. В июле-августе флоксы с их прекрасным ароматом. В августе и сентябре эхинацея. И все это время хоста держит зеленый фон, не обращая внимания на сезон. Это и есть живой дышащий сад. Не статичная картинка, а меняющееся, развивающееся пространство. Каждый месяц немного другое, каждый год чуть лучше. Именно ради этого мы и занимаемся садоводством. Правда? Попробуйте начать хотя бы с 3-4 растений из этого списка. Тех, что больше всего откликнулись. Посадите, дайте им прижиться и наблюдайте. И через пару лет вы поймете то, что поняла когда-то я. Хороший сад – это не результат бесконечного труда. Это результат правильного выбора в самом начале. Пишите мне в комментариях, какие многолетники уже живут у вас в саду. Кто любимчик, кто разочаровал, а кто удивил. Мне всегда очень интересно читать ваши истории. Каждая из них – это маленький урок. До встречи, друзья мои!